Всех приветствую на канале Бенди Крипто, и в этом видео мы с вами поговорим про L2 решения на эфириуме, то есть такие токены как Arbitrum, Optimism, Starknet, ZK, Polygon, бывший Matic. Короче, будет очень интересное познавательное видео, я поделюсь своими целями по данным проектам, также мы разберем разные другие метрики, поэтому поставьте этому видосику лайк, подпишитесь, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. Давайте посмотрим, что у нас сектор Layer 2 сейчас показывает. За последний месяц в среднем рост составил, мне кажется, где-то около 80%, то есть где-то 100%, где-то 80%, где-то 58%, но в целом, мне кажется, средний рост 80% будет. Начинают потихоньку подрастать, но эфир даже не начал свой перформанс, поэтому вот этот рост, это не то, что нас ждет впереди. Поэтому готовьтесь, держите сумки крепко, я лично свои сумки держу. И будем мы сегодня рассматривать такие токены, как, опять же, Polygon. Это у нас самый высококапитализированный токен из экосистемы L2. Потом у нас идет Arbitrum, Optimism, Starknet и ZK. Вот эти токены мы рассмотрим. Есть как бы и другие, есть DYDX, но это больше к DeFi относится, но как бы построено на эфириуме, но мы сегодня рассмотрим именно эти токены. Что такое Layer 2? Layer 2 это получается протокол, который построен поверх блокчейна эфириума. То есть эфириум это первый Layer 1, то есть первый уровень, а Layer 2 строится поверх эфириума для его масштабируемости. То есть чтобы быстрее были транзакции, они были дешевле и всякое такое вот в этом роде. То есть это надстройка над эфириумом, чтобы ускорить работу эфириума. В Layer 2 обрабатываются транзакции, эти обработанные транзакции идут в эфириум, и там уже идет окончательная отправка транзакций дальше по адресу. Вот так это работает. Ну что, давайте перейдем с первого токена, давайте рассмотрим Arbitrum. Вот у наш Arbitrum, выглядит вот так вот, он прекрасно. Всех засадили на хаях, слили в днище, и теперь начинает отрастать. У меня наконец-то позиция вышла в безубыток, у меня средняя точка где-то 0.93. Вот, и у меня недавно позиция вышла даже в профит уже. Я сижу, жду, у меня есть отдельное видео по Arbitrum, если хотите, там более подробно я про него рассказал. Но мои цели, вот они, я вам сейчас их покажу. Бам! Я в целом ожидаю, что капитализация Layer 2 достигнет 50 миллиардов, ну, то есть в среднем значении 50 миллиардов. Там, допустим, если там взять 10 проектов, то 10 проектов по 50 миллиардов, это получается 500 миллиардов. Что, в принципе, при раздутой капитализации крипторынка, там, 8 триллионов долларов, то 500 миллиардов, там 10 топовых проектов вполне может занимать. То есть что-то может стоить больше, что-то может стоить меньше, но в среднем я ориентируюсь на отметку 50 миллиардов. 50 миллиардов капитализация по Arbitrum это $5. И это получается капитализация FDV, то есть это с учетом всех токенов. Что такое вообще капитализация? Давайте с этого разберемся. Капитализация это цена токена, умноженное на количество токенов в обращении. Вот это на данный момент это FDV. FDV это получается полная стоимость, то есть все токены умноженные на цену. И полная FDV капитализация Arbitrum будет 50 миллиардов при цене $5. Как бы тут легко считается, потому что у Arbitrum 10 миллиардов токенов, то есть вы просто умножаете и как бы получается вот $8, 80 миллиардов. Как бы очень легко считается. Это прям вау-цель. Но, в принципе, до нее, возможно, можем долететь, если это с текущих. Давайте посмотрим, сколько это процентов. Нет, давай хотя бы консервативные цели, то есть 400% вполне может дать, почему нет. И 600%, 700%. То есть, ну, как бы, почему Arbitrum не может вырасти с текущих на 700%, когда те же, допустим, старички сейчас дают палки там по 300%. Почему нет? Мне кажется, вполне можно. Поэтому на $2, опять же, вы можете забрать свое тело инвестиций, даже если вы сейчас купите, то на $2 у вас уже будет 2 икса. То есть вы можете забрать вложенные деньги и оставить бесплатные монеты и ждать дальше целей, чтобы дождаться их. То есть если вы не рискуете своими деньгами, то уже до цели досидеть проще. Вот, по Arbitrum цели я свои обозначил. Это 5, 6 и $8. И все, что выше, я буду только рад. Как выходить из Arbitrum, то есть вы в первую очередь забираете вложенные, часть профита. Далее вы ждете целей. Вот лично я не буду забирать тут вложенные, я буду ждать все-таки $5, и там буду фиксироваться, потому что я максимально уверен в этот проект. И дальше вот, допустим, доходит до сюда цена, вы фиксируете 30% позиции. Цена еще выросла выше, вы фиксируете еще 30% позиции. И далее вот так вот распределяете там по 20, по 10% позиции и всегда оставляете там какое-то количество токенов на перехай, потому что есть шанс, что Arbitrum может отрикошетить просто в космос. Почему нет? На крипте всегда происходили какие-то аномалии и очень огромный рост. И почему Arbitrum не может стоить $18? Этому как бы нету никаких объяснений, поэтому Arbitrum может стоить $18. Но ориентироваться на такую цель крайне как бы очень рискованно, поэтому лучше брать более консервативные цели и уже выходить по ним, но при этом оставить часть токенов на перехай, лютый перехай, потому что если рынок начнет разворачиваться и падать, то в принципе вы сможете еще на падении распродаться и уже выйти полностью из токена. Поэтому я жду своих целей, график выглядит у нас очень красивенько, тут у нас вышел проект, то есть даже тут можно было заработать, откупить, продать и выйти, и я все это время откупал, то есть я покупал и здесь покупал,
И у меня по $2 примерно есть покупки Арбитрума. И здесь на днище я много раз покупал, и у меня средняя вышла 0,9 центов. Поэтому как бы у меня нормальная средняя, меня устраивает. И даже если там до $5 дойдет, то это 5 иксов, что в принципе достаточно неплохо. По графику мы в восходящем тренде, просто медленно растем. Мне кажется, что может быть такая штучка. Мы можем дальше расти, дойти до какого-то значения, потом откатиться и продолжить рост. Потому что чисто палка вверх, просто вверх, скорее всего такого не будет. Вы можете посмотреть любой график, любой альткоин прошлых бычьих циклов. Всегда рост происходил волнами. То есть не просто тупо палка вверх, а какие-то волны, высадки. И потом уже, когда финальная часть происходит рынка, когда уже доминация просто биткоина упала, в днище пропилила, тогда уже, да, выстреливает палка, и там где-то нужно ловить пик. Но в целом, типа, движение может быть такое, может мы сюда вырастем. Тут вот все, кто зашел на хаях, наконец-то смогут выпрыгнуть без убыток, если они не усреднялись, такие с радостной душой покинуть ракету, и ракета без них уже полетит. И за счет того, что тут будут распродажи со стороны тех, кто захочет выпрыгнуть наконец-таки из Арбитрума, потому что они долго сидели, ждали, то тут может быть небольшая коррекция, и дальше уже полет в космос. В целом у нас направление вверх, других направлений я не вижу. Ну, или если вправо еще можно посчитать, то да, то вправо и вверх. Пока что только так. Также хочу вам показать такую метрику, как TVL. Это заблокированная стоимость, это то, сколько денег лежит в проекте. И Arbitrum занимает 7-е место среди всех проектов, и он скоро обгонит биткоин. Прикиньте, в Arbitrum лежит более 3 миллиардов денег. Это то, сколько реальных денег лежит в экосистеме. И это очень круто, потому что следующим идет Polygon, потом у нас идет Optimism, и где-то ниже у нас Starknet, но там вообще мертвая экосистема, там как бы особо ничего, никто ей не пользуется, доходности там очень маленькие, поэтому система максимально мертвая, но это никогда не мешало альткоинам стрелять, любое говно, поверьте, на бычке стреляет. Ну и ZK просто на 50-м месте с FDV $110 миллионов, что является самым низким значением среди всех токенов, которые мы сегодня будем рассматривать. Но опять же, говорю еще раз, что на бычке экосистема, что там есть у проекта, это все ничего не решает. Насколько захотят, настолько раскачают токен, поверьте. Все, что там фундаментал, не фундаментал, это все сказки, поэтому будет качать все. И Layer 2 тоже будет стрелять, когда начнет наконец-то перформанс Ethereum. А я думаю, что это начнется в скором времени. Еще хочу вам показать одну интересную закономерность. Посмотрите на объем торгов Арбитрума. 1 миллиард. Это огромное количество объема торгов, даже 1,5 миллиарда практически. Ни у одного Layer 2 решения нету примерно таких же значений. То есть Arbitrum это самый, грубо говоря, интересный токен для игроков, участников рынка, которым часто торгуют, потому что объемы у него реально огромные. Посмотрите, даже тут, на дне, когда он был, по 100, по 200 миллионов долларов. Сейчас у Старка такой объем. И вот сейчас вот начался буст объемов, что говорит о интересе со стороны игроков. И, соответственно, рост цены. То есть рост объемов, рост цены. Думаю, все это логично. Поэтому Arbitrum интересен игрокам, и его кто-то откупает, и явно цена полетит дальше, выше. Но еще какая интересная закономерность есть. Видите, какая цена? То есть вот, как мы смотрели на графике, тут были пики, потом укатали на днище, но из-за разлоков мы смотрим market cap, и market cap проекта уже примерно как и был тогда на прошлых пиках. Вот, то есть были прошлые пики тут по $2,5 примерно, и market cap сейчас примерно такой же. То есть из-за разлоков токенов market cap проекта растет, и поэтому я не ориентируюсь на market cap, я ориентируюсь на FDV, то есть на полную капитализацию с учетом всех токенов. Это более правильно, я считаю, для того, чтобы анализировать примерные показатели дальнейшей цены. Также мы на CoinMarketCap можем посмотреть разлоки, токен Unlocks. И мы видим, что разлоки у нас будут происходить, и причем в месяц по несколько раз, и нас это ждет вплоть до 2027 года. Поэтому разлоки будут дальше. Но поверьте, на бычьем рынке разлоки ничего не решают, когда летит все, просто всем насрать, сколько там токенов в рынке, и эти все показатели, они просто стираются, и летит все. Поэтому это как бы не особо должно повлиять на цену. Вот на медвежке вот это уже очень сильно повлияет на цену, потому что Arbitrum, скорее всего, на медвежке просто рухнет из-за большого количества токенов в рынке, которые никому будут не нужны. А когда большой спрос на проект, то количество токенов уже не влияет. Естественно, чем меньше токенов и больше спрос, тем лучше, но в данном случае спрос только будет увеличиваться, но это не помешает росту цены, по моему мнению. И вообще у меня Layer 2 поделены на два нарратива. Это Optimistic Rollup, это Optimism и Arbitrum, и ZK Rollup, это Starknet и ZK Sync. Я не буду вам объяснять, что такое ZK Rollup, что такое Optimistic Rollup. Это просто две технологии, по которым обрабатываются транзакции. И вот Optimism и Arbitrum это токены из Optimistic Rollup, а Starknet и ZK это из ZK Rollup. То есть это просто немножко разные технологии, но в целом нарратив один это Layer 2. Поэтому я взял Optimism, Arbitrum, Stark и ZK, и Matic у меня тоже есть немножко, но при этом у меня в портфеле преобладает Arbitrum и Starknet.
потому что я в них больше верю, а StarkNet тем более там укатали вообще в днище, поэтому раскачать его тоже могут очень высоко. Arbitrum за счет большого объема торгов, за счет большого TVL, поэтому я в него больше верю. Optimism тоже хороший токен, он в американской юрисдикции, можно сказать, такой легальный токен, потому что им пользуются американцы, а это круто, если экосистемный проект в Америке используется, и там его не душат, ничего, то есть это очень классно показывает, что, возможно, дальше он будет жить. Ну, ZK это вообще это вообще мертвый проект, я не знаю, там никто в нем не сидит. В плане, никто им не пользуется, потому что экосистема мертвая, всего лишь 110 миллионов долларов, это очень мало для экосистемного проекта, поэтому ZK, это просто токен красивый с огромным количеством инвестиций, там просто рекордное количество денег в него вложили, я не помню, но вроде больше 400 миллионов долларов, я даже сейчас не буду смотреть, это все равно не важно. И у него очень интересная особенность с разлоками, потому что разлоков в ближайшее время не будет, а это тоже может повлиять на цену при росте цены. Такая тавтология получается. Смотрим сейчас оптимизм. Цели по оптимизму у меня, конечно же, оптимистичные. Но, если честно, я бы большую часть монет забирал при подходе к этой трендовой, то есть где-нибудь здесь вот около 6 баксов. Я бы забирал вложенные и часть профита, и дальше бы ждал цели. Опять же, у меня, в принципе, по всем токенам Layer 2 примерно цели 50 миллиардов капитализации, 60 миллиардов и 80 миллиардов. Если оптимизм достигнет цены в 11,6 баксов, то это будет 50 миллиардов. Если около 14 баксов, то это 60 миллиардов. И 18,6 баксов это 80 миллиардов. То есть вот эти цели, они очень оптимистичные. То есть вот это оптимистичная очень цель. Но до 50 миллиардов, до 60, в принципе, может спокойненько достичь токен. Это давайте посмотрим с текущей, сколько это он даст. Это он даст 400% роста. Сейчас какой-нибудь Ripple просто за несколько недель дал столько роста. Почему сюда не может прийти? Объясните мне. Никто это не может объяснить, потому что это крипта, и тут летит все без особых причин на то. Да, именно так. Вот поэтому как минимум сюда мы можем прийти, но дальше посмотрим. Опять же, лучше тут при подходе к этой трендовой забрать вложенные и оставить уже бесплатные токены, чтобы дальше сидеть и просто кайфовать со своими деньгами как минимум и с достижениями будущих целей по данному токену. Объем торгов тоже довольно-таки хороший. Около 700 миллионов долларов, что показывает нам о том, что к проекту есть интерес. То есть, видите, тут накопление было на дне, и тут начался буст объемов, и, соответственно, рост цены на сам токен. Давайте посмотрим по маркеткапу, то есть, примерно у нас будет, наверное, такой же, да, примерно такой же маркеткап, как и цена, потому что нету сильных разлоков, да, маркеткап чуть выше, чем цена, но потому что разлоки не такие сильные. То есть вот токен Unlock смотрим, тут у нас есть разлоки, но они очень размыты, и очень мало токенов выливается в рынок, то есть там буквально десятые доли процентов выливаются в рынок, поэтому не так сильно не влияет на market cap. Но опять же, лучше ориентироваться на FDV, то есть на полный market cap с учетом всех токенов. Он сейчас уже 10 миллиардов. То есть если он даст 5 иксов, цена вырастет в 5 раз, то это будет 50 миллиардов, что в принципе я ожидаю, что вполне реально 5 иксов. На бычке, мне кажется, в среднем по рынку 5 иксов будет выходить. Поэтому такие цели по оптимизму могут быть достигнуты. Далее мы с вами рассмотрим великий ужасный StarkNet. Великая бритва, дроп, который они раздали, где они побрили кучу людей. Потом после дропа народ побрили на цене токена. То есть я покупал его даже по 2 бакса где-то примерно. Я тут на дне покупал, по 2 бакса покупал, тут покупал и на дне его тоже много раз покупал. И у меня средняя тоже где-то около... Давайте сейчас посмотрю и скажу вам даже. У меня средняя по StarkNet 0.88. В принципе, неплохо, я считаю. Я даже пока в минусе. Но это вопрос времени, когда он дойдет до этих отметок и полетит выше. Опять же, тут было накопление, посмотрите внизу на объемы, то есть тут были объемы даже меньше, и вот когда токен пришел в этот диапазон, начался резкий рост объемов, что говорит нам о том, что кто-то накапливает позицию, соответственно, чтобы разгрузиться куда выше. Вот такие цели, 40, 50, 65, 80, то есть 4 бакса это у нас 40 миллиардов, это с текущих больше 4 иксов, если вы даже сейчас купите, что, он не улетел. Он чуть-чуть вышел из зоны накопления, то есть еще не поздно ничего покупать. Естественно, у вас будут не такие вкусные иксы, если вы здесь брали на самом дне, но, ребята, если вы только заходите в рынок, то надо чем-то жертвовать, и если вы хотите заработать, то можно даже брать с текущих, но это не инвестиционная рекомендация, это что бы делал я, если бы я заходил в рынок. Смотрите, первая цель 40 миллиардов, это 4 доллара. Тут тоже, кстати, легко считается, потому что у него 10 миллиардов токенов всего. И давайте посмотрим, даже возьмем линеечку. И если он достигнет 65 миллиардов, это сколько процентов роста? 800% роста, что не является какой-то космической цифрой. И вполне возможно, что StarkNet достигнет 6,5 долларов. Вот такие у меня цели по StarkNet, можете с ними ознакомиться. 8 баксов это прям очень оптимистичная цель.
Поэтому Starknet может очень показать. На прошлой бычке в 2021 году токены, которые вот так вот укатывались, он укатался на где-то больше 90%, да? Давайте посмотрим. На 88, не 90. Увы, не хватило немножко. Ну, может, там если почетче поравнять и посмотреть, может быть, там и 90 будет. Но, короче, чем больше токены укатывались на прошлой бычке, тем больше роста они давали, поэтому держите Starknet крепко. Я думаю, он полетит. Тоже, как бы, несмотря на то, что там никто не пользуется практически экосистемой DeFi Starknet, это не помешает ему улететь, потому что будет накачивать. В принципе, там сидят фонды, либо фонды уже вышли, и кто-то другой накопил позицию, и все равно будут токен качать, потому что на сезоне летит все. Объемы, конечно, оставляют желать лучшего, всего лишь 330 миллионов по сравнению с тем же Arbitrum, у которого объемы 1,5 миллиарда, то, как бы, да, Starknet отстает, но все равно тут вот объемы были по 40, 50 миллионов даже. Но начался потихоньку рост объемов, что сопровождается ростом цены, что говорит нам о том, что кто-то покупает этот токен. Давайте посмотрим по маркеткапу. Маркеткап у нас получается тоже, кстати, например, на тех же значениях, где был и пик цены. Это говорит о том, что разлоки очень сильно влияют. Давайте посмотрим токен Unlocks. У нас тоже в месяц, получается, по несколько разлоков будет происходить и выливаться такое неплохое количество токенов в рынок. Но опять же, на росте, когда будет все расти, это особо как бы влиять не будет. Да, если было меньше токенов, меньше разлоков, было бы, конечно, круче, но, увы, на это никак нельзя повлиять, и поэтому Starknet будет расти в любом случае. Но когда начнется медвежка, он очень сильно будет падать за счет большого количества токенов, которые будут все сливать, которые будут никому не нужны, и из-за этого он будет сильно падать. Поэтому нужно будет обязательно выйти из этого проекта, и вряд ли он переживет эту бычку, скорее всего. Вот так вот может повлиять разлоки на саму цену токена. Но у нас осталось два проектика, это ZK, который очень вкусно показывает сейчас рост. Он мне же, кстати, почти 2 икса дал. Это один из Layer 2 проектов, которые у меня в иксах находятся, а не просто в каком-то там профите или в минусе. Вот, давайте посмотрим, сколько он это надал. Линеечку берем, от днища меряем, и он дал у нас 200% роста. Вау, круто. Я выбрал по 0.13 примерно, чуть меньше, чем 0.13, но где-то в этом диапазоне. Я фиксану все-таки на 0.26 тело инвестиций, то есть те бабки, которые я вложил. Но я в него очень мало влаживал, потому что, не знаю, как-то мне он не понравился, тем более у меня были Layer 2, я уже думаю, сколько можно, постоянно эти Layer 2 выпускают, еще и скролл вышел, еще там повыходили. Я уже, начал плеваться от этих Layer 2, но все-таки его купил, и не зря, потому что мне дал 2 икса. График тут, кстати, выглядит более-менее нормально, потому что он вышел позже всех, и поэтому как бы он не участвовал в общем падении. И вот так вот он сполз вниз. Тут накопилась позиция, было поджатие к уровню и пробой его успешно вверх. И дальше мы тоже, скорее всего, полетим вверх. Мои цели, вот они здесь. Вы скажете, да что, это нереально. Опять же, это все реально. Даже если вот в текущих он дорастет до 1 бакса. Это у нас сколько процентов роста? Это 400% роста. Если 50 миллиардов капитализация будет, это 1200% роста. И вот ZK, я считаю, что это один из самых недооцененных токенов. Потому что он вышел позже всех. И он не участвовал в общем массовом падении, и цена у него находится примерно в общем диапазоне, в одном диапазоне, и это можно сказать, что такое накопление перед диким пампом. То, что он будет стоить 1 бакс, это 100%, 21 миллиард это вполне реальная капитализация, не какая-то прям супер вау, и это причем FDV капитализация, то есть с учетом всех токенов, и вот эти вот отметки это уже прям супер позитив. Но, возможно, туда раскачают цену, потому что в ZK тоже очень много проинвестировали. Экосистема там мертвая, никто ей не пользуется, но, опять же, это не важно на бычьем рынке, потому что на бычьем рынке растет все. И еще вам хочу показать одну тему по разлокам токена. Объемы у него примерно такие же, как у Старка, довольно-таки небольшие по сравнению с его маркеткапом капитализации. Хотя нет, если по сравнению с маркеткапом, то нормальные объемы. Маркеткап 800 миллионов долларов, а объемы 200 миллионов долларов, что в принципе нормально. Не прям вау, не круто, но нормально пойдет. Смотрите, у него получается маркеткап и цена идут вровень, потому что, знаете что, заходим в токен Unlocks и разлоки даже еще не начались. То есть разлоки начнутся здесь, и это у нас получается какой? Июнь 2025 года, то есть только лето начнутся разлоки. И мне кажется, они специально так сделали, потому что они ожидают бычку в этом диапазоне. То есть все это время, вот токены, которые в рынке сейчас находятся, вот где они, вот Calculating Supply, всего лишь 3 миллиарда с половиной, чуть больше, оно будет находиться в рынке. И это все время, если будет идти бычка, то есть токенов мало, и если вы покупаете, вы уменьшаете предложение, а если спрос растет и падает предложение, то цена растет. Поэтому, возможно, ZK это реально очень недооцененный проект, его очень сильно раскачают за счет разлоков по токенам, которых не будет поступать в рынок в ближайшие полгода. Поэтому, возможно, он реально очень сильно улетит. Вот я прям на это надеюсь.
но я все-таки на X2 заберу вложенные, дальше буду сидеть ждать целей, больших целей, и опять же могут его раскачать до FDV 80 миллиардов, потому что общая капитализация тогда будет гораздо меньше, что вполне реально. Поэтому 8 баксов, да, вот с текущих 22 центов он может до 8 баксов долететь, как нефиг делать. Поэтому вот стоит на такую темку тоже обращать. Короче, посмотрим. Можно потом будет вернуться к этому видео, посмотреть, был я прав или нет. Но мне кажется, что ZK самый недооцененный токен из всех Layer 2. Ну и последний токен это у нас Matic, бывший Polygon. Ой, точнее, наоборот, это Polygon, бывший Matic. Я уже просто привык к этому проектику, он еще в 2021 году качал. Вот этот проект у нас старый, то есть он еще 2021 года, с прошлой бычки. Поэтому как бы по нему супер больших целей я бы не стал ждать. У нас есть такая интересная наклоночка. Я его давал еще в своем открытом сообществе по 55 центов. В закрытом сообществе мы набирали его по 50 центов. Сейчас она у нас 70 центов. Что у нас тут интересного? Пробитие этой наклонки нас, скорее всего, отправит на покорение прошлых максимумов, этих. И даже вот сюда мы можем дойти, что вполне реально. Это всего лишь, давайте посмотрим, сколько роста, если до прошлых пиков. 300% роста, это как бы ни о чем. Цели, опять же, те же, 50, 60, 80 миллиардов. Это цена 4,85, 5,82, 7,76. То есть вот такие цели могут быть по у нас полигону. В принципе, токен реально сейчас находится на дне. Это один из тех токенов, который не сильно улетел. И пробитие этой наклонки нас может уже отправить дальше. Но опять же, мы не чисто ракетой полетим. Мы пробьемся, сделаем ретестик, проторгуемся. Полетим выше, там еще какая-нибудь коррекция, потом опять выше. Поэтому я бы забрал вложенные на X2, либо там X3, X2, в принципе, где-нибудь в этом диапазоне бы забрал вложенные, и дальше бы ждал целей по этому проекту. Проект очень классный, на нем сам Трамп запускал свою NFT-коллекцию, что говорит о том, что он легитимен в США, а это очень важно, что его, скорее всего, не будут душить. У нас Трамп, как вы знаете, скоро станет президентом официально, он 20 января, получается, придет к престолу, и, возможно, что-то будет мутить даже с этим блокчейном, то есть он запускал тут NFT-шку, возможно, и дальше как-то начнет его продвигать, и это может отправить цену реально очень высоко. Давайте посмотрим даже с текущих сколько это процентов роста, если дойдет до капитализации 80 миллиардов, это 1100% роста, что опять же, это не какие-то супер вау значения, потому что на прошлой бычке токен давали по 3000% роста и по 4000% роста, это ничего никому не мешало. Поэтому Matic я тоже держу в своем портфеле, но на небольшую сумму. Я постоянно путаю, то есть я говорю Matic, это старое название проекта, Пол сейчас называется, Polygon. Вот, поэтому не путайте, если будете его покупать. У него, получается, сейчас market cap уже достаточно такой внушительный. И объем торгов у него 1,5 миллиард. То есть, как у Арбитрума. То есть, проект кто-то откупает. У него очень хорошие объемы. Им реально интересуются люди. И цена, соответственно, тоже у нас начинает подрастать с ростом объемов. Вот, давайте посмотрим на market cap. У нас market cap вообще просто улетел в стратосферу за счет больших разлоков. Но уже, то есть, у нас, получается, уже почти все токены в рынке. Показывает галочку, что, походу, все в рынке. Но при этом у него total supply 10 миллиардов, а в рынке у нас 8 миллиардов. Но, возможно, они сжигали токены. Я за этим не следил, поэтому, возможно, токенов чуть меньше в обращении, но капитализация, конечно, у него жестко опережает цену. Вот, поэтому, как бы, на X2 я бы забрал свои вложенные, чтобы точно дальше можно было досидеть до своих целей и не рисковать своими деньгами. Но если вы хотите получать самую топовую информацию о криптовалюте самым первым, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, который называется Bendy Gang, на который, конечно, ссылочка в описании. Тут я выкладываю очень полезную, крутую инфу по криптовалютам, мои сделки, мысли по рынку, новости, тапалки и прочее. Все есть в моем телеграм-канале по ссылочке в описании. Также у меня есть закрытое сообщество, которое называется Криптобаза, на которое тоже ссылочка в описании. Тут у меня есть сливы из приватных сообществ Малолетова, разных других ребят. То есть я тут делюсь сливами с приваток других. То есть вам не нужно платить за другие приватки, вы можете вступить ко мне и получать информацию с других приваток. Также у меня есть сливы, курсы, Dark Trader и разные другие люди. То есть у меня большая база курсов, которые стоят $1000, а вы у меня сможете их получить всего лишь за 69 баксов, вступив в мое закрытое сообщество. Также у нас есть чатик, где мы каждый день общаемся, прикалываемся. Также есть сигналы на трейдинг, сигналы на спот. Короче, очень много всего интересного в этом закрытом сообществе находится. Если вы хотите вступить, то можете ознакомиться с тем, что там находится, по ссылочке в описании. Также почитать все подробности и вступить, если вам захочется. Ну что, вот такое вот большое и полезное видео получилось. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, то пишите комментарии. Пишите комментарии, я буду очень рад этому. Также смотрите мои прошлые другие видео, там тоже очень много полезной информации про Aptos, про Arbitrum и разные другие. Можете посмотреть. И мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой канал. А мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем удачи и всем пока!